Поможет ли ролик для пресса действительно накачать кубики и сделать непробиваемый по силе наш пресс? А будет ли ролик эффективнее, чем обычные скручивания на полу или подъемы ног? Давайте разбираться. Я покажу на себе, как построить домашнюю тренировку с роликом для любого уровня подготовки. Ну а личные рекорды атлетов, причем возрастных, вас точно впечатлят. Это канал Владарович, и я уже 10 лет занимаюсь силовой калистеникой. Так, а зачем вообще качать пресс? Мышцы пресса — это не просто красивые 4, 6, у кого-то 8 кубиков. Они играют важную роль во всем организме. При тренировках внутренние органы снабжаются кровью и кислородом в достаточном количестве. Когда мышцы пресса в форме, они воздерживают желудок от его чрезмерного растяжения, когда мы едим и не переедаем. В правильной осанке мышцы пресса тоже играют свою роль. Пресс поддерживает корпус в ровной естественной позиции. Сами мышцы пресса у всех разделяются на прямую, наружную косую, внутреннюю косую и поперечную мышцы живота. Прямая мышца помогает сгибанию туловища вперед. Как раз ее мы и тренируем основными упражнениями на пресс. Наружная косая помогает тянуться вниз грудной клетки и делает разворот корпуса в противоположную сторону от места крепления мышц. Внутренняя косая тоже отвечает за поворот туловища, но в обратную сторону. Ну и поперечная мышца как раз и служит для поддержки внутренних органов. Вот ее-то мы как раз и укрепляем, если делаем, например, вакуум. Но ее не видно. При занятиях с роликом мы как бы имитируем все те же подъемы ног и скручивания на полу, только под другими углами крепления пресса. О чем это я? Принято считать, что при любых упражнениях на пресс тело должно приближаться друг к другу двумя местами креплений. Одна точка крепления — это около паховой области, другая — около солнечного сплетения. То же самое и с роликом. Мы стараемся приблизить эти две точки. По технике. Не нужно прогибать спину в пояснице. У многих эта ошибка тянется еще со школьных времен, когда неправильно научились отжиматься от пола. И если в отжиманиях с прогибом на поясницу нет такого сильного негативного воздействия, то в упражнениях с роликом вы уже прочувствуете дискомфорт. Или сразу, или на следующий день. Кроме того, прогиб поясницы смещает нагрузку с мышц пресса, поэтому помните, положение тела должно скручиваться. Поясница и верх спины становятся как бы выпуклыми, они выпрямляются в ровную линию. Перед тем, как мы начнем тренироваться с роликом, обязательно, кроме общей разминки, сделайте дополнительную разминку самых уязвимых мест, чтобы потом не жалеть, а получать удовольствие от занятий. Это плечи, локти, кисти, поясница и область таза. Тренироваться начать можно практически с любого уровня подготовки. Есть прогрессии, которые постепенно наращивают нагрузку. Первое. Станьте на коленки на таком расстоянии от стены, чтобы вы могли сделать прокатку ролика и вернуться в исходное положение. Ролик при этом упрется в стенку, и вы уже никуда не разъедетесь вперед. Подберите такое расстояние до стены, чтобы получалось сделать на 8-10 раз в одном подходе. И при этом чувствовалась нагрузка. Упражняйтесь так по 3-5 подходов 2 раза в неделю с отдыхом до 2-3 минут. Через недельку-другую попробуйте разместиться от стены подальше. И так прогрессируем в сложности, пока не дойдем до полного опускания с колен. Важные моменты. Не стоит полностью ложиться грудью на пол. Соблюдайте напряжение в мышцах. А при возврате в начальное положение, чтобы не расслаблять мышцы, доводите ролик не до самих колен, а останавливайтесь, пока еще есть напряжение в прессе. Локти лучше держать немного согнутыми, чтобы не перенапрягать сустав, делая на полностью ровных руках, что травмоопасно. Прежде чем перейти к попыткам с ровных ног, я бы хотел поделиться с вами неформальными рекордами некоторых атлетов, которые вас впечатлят. Например, на канале Вадима Малеева атлет сделал 210 повторений с ровных ног, еще и ноги были на возвышенности. Также есть еще результат с виду достаточно возрастного атлета, и он около 190 повторений сделал на видео. Еще я нашел Сергея Митязева, который тоже уже в возрасте и делал на одной руке на ролике для пресса.
и с отягощением в 40 кг на спине. Повторять такое я не рекомендую. Также я находил более молодого атлета, Дмитрий Пация, который 100 раз сделал с ровных ног. Насколько я понял, он цирковой акробат. Также на одной руке я находил далеко не одно видео. Кто-то скажет, что такие большие числа — это излишне. Но все-таки нужно разделять спорт и физкультуру. А данные атлеты подтверждают, что границы у нас в голове и в количестве повторений, и в возрасте, что мотивирует. Что ж, зарядились, давайте теперь будем учиться делать с ровных ног. Сначала поставим ноги пошире. Шпагат, конечно, для этого не нужен, но тем не менее. Тут уже все заиграет новыми красками, ведь кроме целевых мышц пресса и нагрузки на поясницу, гораздо больше включаются в работу широчайшие мышцы спины. Мы ведь делаем еще и приведение тела, и пресс работает и в статике, и в динамике, и в целом напрягается все тело, то есть ноги, плечевой пояс. Так что это одно упражнение уже превращается в такой себе универсальный тренажерный зал дома, только с весом тела. И вообще, я не знаю, почему ролик назвали именно для пресса, так как те, кто делает с ровных ног, по полной ощущают сразу все тело. Делая ноги врозь, двигаемся по той же прогрессии. Можно у стены, можно без, постепенно делая прокаты все дальше и дальше. Тут уже я рекомендую чуть снизить повторы, и для перехода на следующий уровень делайте в каждой прогрессии по 5-7 раз, пока не выпрямитесь полностью. Переходим к ровным ногам. Кстати, напомню, что вы всегда можете обратиться ко мне в личные сообщения за помощью с составлением индивидуальной программы тренировок и питания. С моей обратной связью, корректировками техники и подробным расписанным планом тренировок с видеопримерами. И достичь своих целей в похудении, наборе веса или подтянуть физподготовку. Мой тренировочный стаж с 2011 года. А также я подготовил для вас электронную мини-книгу. Там описаны практичные вещи по тренировкам, мои ошибки и приведены примеры плана питания. А бонусом материал по увеличению подтягиваний. Отправляю каждому за поддержку донатом на удобную вам символическую сумму. Ссылка в описании. Для выполнения с ровных ног, кроме того, что уже тут нужна будет сила пресса, также пригодится и складка ноги вместе. Но если вы не умеете, можно пока делать с чуть согнутых ног и параллельно тренировать складку. И теперь самое интересное. Качает ли кубики пресса этот ролик? Первое, что хочется напомнить, пресс есть у всех, но скрывается под слоем жира. И зависит, конечно, от образа питания, в первую очередь. При этом отсутствие эстетики вовсе не означает, что пресс слабый. Есть мужички, которые, казалось бы, с животиком, но смотрите, как они здорово делают с ровных ног ролик для пресса. Также я лично знаком с одним атлетом за 70 лет, и он в спортзале делает по 10 раз спокойно. И пресса у него как такового нет. Поэтому наличие кубиков не особо связано с силой мышц пресса. Вот и смотрите, что вам важнее – сила, эстетика или и то сразу. А что насчет меня? Накачал ли я себе пресс с роликом? Вы можете заметить, что у меня ролик одноколесный, без различных облегчений. Когда я только начинал с ним заниматься, лет 6-7 назад, у меня уже были и кубики на животе, и сила пресса, чтобы делать различные усложнения подъемов ног на турнике, на одной руке, различные планки на двух или одной вытянутой руке и так далее. Я тренировал силу своего пресса сначала полностью на полу. Затем усложнял турником, брусьями. Ну а для эстетики тут заслуга питания. Никогда я намеренно не тренировал ролик, но порядка 10-15 раз у меня получалось. Рекомендовал бы я ролик для самого-самого начала занятий? Думаю, да. Такое разнообразие нагрузки будет полезным в дополнении к классическим скручиваниям и подъемам ног, и со временем может их заменить. Вот такие дела. Как вы относитесь к тренировкам с таким роликом? Пишите в комментариях. Также я размещу расширенную версию этого сюжета с нераскрытыми вопросами в телеграм-канале Владарович. Там чат атлетов для общения и регулярные мои статьи. Ссылка под видео.
А сейчас подписывайся, жми лайк и выбирай плейлист на экране и смотри другое полезное видео. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Автор сюжета Владарович.